хочу рассказать историю, как мой товарищ решил поменять паспорт. Ему исполнилось 45 лет, и он пошел в МФЦ. Предварительно... без всяких предварительно. Пошли мы с ним в МФЦ, мне тоже что-то надо было, там, не помню уже. Ну и так совпало, что ему и мне надо сходить. Ну, в общем, решил я с ним, свои дела уже сделал. Посмотреть, как это дело все происходит. Интересно все-таки. В связи сейчас с мобилизацией, с частичной. Как это вообще? Ну, пришли в МФЦ, ему дали заполнить бланк. Такой небольшой, буквально там на 10, по-моему, пунктов. Печатными буквами. Такие как бы вопросы, фамилия, имя, отчество, год рождения, где родился и все такое. Но там долго заполняешь его, потому что печатные буквы нужны. Отдаешь обратно на ресепшн, так называемый. Тебе дают талончик и идешь, ждешь очереди. Минут 10 мы с ним что-то сидели. Подошла его очередь. Подходим к окошечку, садимся. Ему дают точно такой же бланк, только формат бумаги А4. Заполнять. Он говорит, да только что заполнял. Это был как бы такой черновичок. То есть она его смотрит, проверяет, эта женщина, и в принципе уничтожает. А ты заполняешь заново. Тоже как-то странно. Может быть, видимо, для того, чтобы проверить, человек адекватный или нет. Заполняет документы. Начал заполнять, все нормально. Она у него проверила. Фотографии. Надо, кстати, предварительно сделать фотографии. Прежде чем идти в МФЦ, менять паспорт, сделать обязательно фотографии. Потому что побежите делать фотки. Поэтому лучше сразу заранее. Любая фотомастерская стоит это 500 рублей. Там за 10 минут вам сделают. За 10, минут за 20 сделают вам фотографии. Они уже знают, как, чего фотографировать. В общем, не заморачиваться, можно там не беспокоиться по поводу этого. И представляете, в другом окошечке сидит парень, молодой, я его не видел, но я слышу. И он такой говорит, а что же мне делать-то теперь? А она говорит, вот вам корешок, и езжайте с этим корешком в военкомат. У меня такой друг, опа, а военник-то я не взял. Я говорю, а разве нужен военник? Вроде как бы и не слышал такие истории, что нужен военный билет. И он такой, я не знаю, что мне делать. Мне такой, я говорю, да я-то, спроси у женщины. Начинаем спрашивать, а что делать-то? Она такая, говорит, не нужен никакой военный билет. Вам, тем более, уже в таком возрасте. Вот так вот ее ответ меня такой, вам уже не нужен в таком возрасте военный билет. Ей предоставлять. Мы такие, ничего себе. А этот парень уже как-то взял и как-то быстро раз убежал. Мы даже не успели посмотреть. Но потом спросили, а что, это, говорит, молодой парень, в 20 лет, по-моему, ему было. По-моему, в 20 лет надо менять паспорт еще. И как раз ему надо было то ли приписной с собой принести, то ли еще что-то. Я не знаю этих тонкостей. В общем, ему дали какой-то отрывной корешок, и он сказал, я пошел в военкомат. Не знаю, ушел он, то есть он ушел и все. Поэтому, кто меняет в 45, ничего не нужно нести с собой. Единственное интересное очень, если вы меняете в другом МФЦ, не по месту своей прописки, то очень желательно взять свидетельство о рождении ребенка, потому что вам будут записывать его туда в паспорт. Если это вам, конечно, нужно. Загранпаспорт можно взять с собой, вам в паспорте отметят. Но мой товарищ, у него 2 загранника, он говорит, мне это не нужно, заполнение. То есть в идеале возьмите все документы с собой. В принципе, процедура быстрая. Там, если не считать фотографии этих 20 минут, которые делают. Кстати, в МФЦ, по-моему, тоже делают фотки. То, в принципе, где-то за полчаса все можно сделать. И ждать до 5 рабочих дней. И он получил паспорт. 5 дней прошло, там, по-моему, на 5-й день ему написали, и все. Получил паспорт, вписанные дети у него, причем вписаны раньше рукой вписывали, а сейчас просто печатная машинка И печать стоит. Печать старая еще, тех образцов, маленькая такая.
и подпись. И, кстати, и когда он получал паспорт, у него печать уже стояла военнообязанный. И военнообязанный он стал именно в то число получения паспорта. И года 25-го, а не 20-го. Он был в 20-м году военнообязанный, там на старом паспорте стояла печать, а сейчас вот почему-то так вот сделали. Непонятная ситуация. Спросить было не у кого, он взял паспорт и ушел. То есть он не стал заморачиваться, он посмотрел просто дети и сведения о ранее выданном паспорте. Вот это важно для него было. И все вот так вот. Так что процедура замены паспорта быстрая, беспроблемная. Единственное, что возьмите только документы о детях, если это вам надо. И там галочку надо поставить, что вы хотите вписать сведения о ранее выданном паспорте. Если тоже вам надо. И, кстати, еще они просят, они спрашивают, вы сделали копию старого паспорта? На всякий случай. Так что, если что, сделайте копию. Не знаю для чего, видимо, на память все-таки, как-никак. Так что вот такая вот интересная история произошла у нас. Будьте в курсе.